Ура, мы это сделали! Представляешь, дай, мадам, я пожму тебе твою ручку. Мы находимся в Таджикистане на перевале Ак-Байтал, новое название Хушанг, на высоте 4655 метров. О, сколько мне всего это стоило? А, вы не поверите. А если ты, который сидит в тепле и хочет увидеть, как мой пролегал путь, что меня ждало и что меня будет ждать дальше, садись в свой удобный диванчик, ложись на удобную кроватку под одеялко или на крайняк за кухонный стол вместе с чаями и печеньками. Устраивайся, в общем, поудобнее. А мы желаем тебе приятного просмотра. Просто высота большая, мне трудно собраться с мыслями. Желаю приятного просмотра, ребята. Не переключайтесь, а мы начинаем. Надо быстрее сваливать отсюда, пока я здесь не сдох нахрен. Так, доброе утро, дамы и господа. Наша поездка начинается с заправки. Полностью заправлен мотоцикл. Сейчас будем выезжать из города. Это наши цели на сегодня: выехать из города. И направляемся мы в сторону границы. Границы России с Казахстаном. Примерно 350 километров. Заедем через 160 километров на покушать и продолжим путь. Итак, будем выезжать из нашей прекрасной Тюмени. Кто-то на работу собирается, идет, а кто-то поедет сейчас 4000 километров. Хотел успеть до пробок выехать из города, но никак не получилось. Так-то бы мне прямо уехать, а господа гаишники у нас тут едут. Так, перестраиваемся. Опа. Будем за гаишниками ездить в сопровождении. Интересно, докуда они меня будут провожать? Нет, они, к сожалению, уехали в другую сторону, обратно развернулись. А мы выезжаем на объездную. И все. Следующая уже будет остановка в столовой. О, мы покидаем нашу славную Тюмень. Вот наши первые километры. Они такие волнительные. Столько готовился. Все же думаю, все взял или не все взял. Мандраж постепенно покидает, потому что вчера и позавчера, когда собирал вещи, такой легкий мандраж внутри присутствовал. Не знаешь, чего ожидать, не знаешь, все ли ты взял, полностью ли ты подготовился, как пройдет, ну и в этом же духе. Но мы это путешествие очень долго ждали. Даже описать не могу.
как я, ждал этого лета, чтобы поехать в такую длительную дальнюю, и через столько стран нужно проехать. Но когда я подошел к этому дню, прям когда нужно уже ехать, почему-то я начал бояться. Какая-то внутренняя тревожность, какой-то страх неизведанности. Если бы я ехал на обратном пути, было бы намного легче. А сейчас не передать эмоции. Буду ехать, проходить себя. Я это записываю так, чтобы потом, когда проедешь там эти 6-8 тысяч и уже возвращаешься домой, чувствуешь себя немного по-другому, как будто ты выполнил цель, покорил этот мир. А сейчас ты как маленький котенок. Если бы я ехал бы с компанией, может быть, я бы чувствовал себя по-другому. Но так как я путешествую один, у меня сейчас вот такие эмоции, такие чувства, и с ними я делюсь с вами, дорогие мои подписчики. Так что мы едем только вперед! Всем привет, дамы и господа! Наше очередное приключение, наша очередная поездка. Итак, за сегодня уже пройдено 160 километров пути. Поставил я точку в сторону Казахстана. Сейчас нужно доехать до границы. И до Петропавловска где-то 300 километров еще нужно доехать. Вообще желательно в сторону Астаны проехать. Что мы имеем в итоге? Как я рассказал ранее, проехал первые свои километры. Впечатления, конечно, такие сомнительные. Я еще не готов. Организм сопротивляется к такой поездке. Зашел он вот туда, в столовую, поел. Сейчас надо прийти в себя. Желательно бы поспать, но дорога нас ждет, времени столько нету, чтобы останавливаться, отдыхать. Итак, будем продолжать ехать в сторону Казахстана. Итак, ребята, записываю уже в сумерках. Солнышко у нас заходит с горизонта, там розовенькое такое виднеется. Пока я палатку ставил, оно чуть повыше было, конечно. Пока палатку ставил, думаю, надо, пока свет есть, пока солнце светит, надо поставить домик свой. Долго искал место, где бы переночевать. Решил, уже плюнул, короче, решил вот около дороги. Но здесь, кстати, не слышно, не так сильно слышно фуры. Плюнул, короче, около дороги, встал. Я думаю, ладно, пойдет и так. Я задубел, на улице 11 градусов, на мне вся экипировка, там ветрозащита, теплая курточка. Все, короче, уже напялил. Я вот здесь мерзну в 10 градусов. Я не знаю, что я буду делать в горах, конечно. Вот, ладно, давайте не об этом. Сейчас буду брать термос, печеньки и в палатку греться горячим чаем. Давайте я расскажу немного то, как прошел мой день, да, чуть-чуть вы видели. Потом я поехал в пограничную зону, прошел границу, минут 20 где-то заняло это. Немного поплутал, по навигатору поехал, чуть-чуть уехал не туда, развернулся. Ну, хотел не трассой такой, обычной дорогой поехать, а через деревенские такие дорожки. И в какой-то момент навигатор меня завел не туда, или я проехал. Ну, в общем, поплутал немного. И поехал потом на границу, прошел за 20 минут и выехал вот в Казахстан. Еще у меня такой косяк. Ну, как у меня косяк?
Прошел я таможенный контроль, мотоцикл осмотрели, все, выезжаю, думаю, сейчас застрахую мотоцикл и поеду дальше. Что вы думаете, заезжаю я к ларечку, говорю, вот так и так, все, меня начинают оформлять. Она смотрит на права, говорит, а что, говорит, просроченные права. Я говорю, ну да, говорю, в России ты что, можно же ездить. Она говорит, а у нас типа нельзя, за это типа мотак могут на штрафняк забрать. Я такой, да ладно. И она говорит, я тебя страховать не буду. Я говорю, что делать? Она говорит, ну типа менять или, не знаю, говорит, вот там ларек, говорит, есть соседний, там вроде как страхуют. Вот поехал туда, застраховался, человек вошел в положение, я как злостный нарушитель, в общем, с просроченными правами. Я вообще не подумал, то, что, ну, в России это разрешили, я думал, может, и тут тоже. А сейчас у меня, вот я еду на Ежоге всю дорогу, у меня здесь проблема уже, да, какая-то возникает. Если вдруг гаишники остановят, я даже не знаю, как решать этот вопрос. И вообще, какое реальное наказание за это. В Киргизии, да, что там будет, и в Таджикистане. Вот, ну, на свой страх и риск в таком виде, в таком страхе еду. До этого ехал, блин, как этот, я еще говорил раньше, да, как маленький котеночек, который там не знает, куда что, забился там в угол. Вот такое ощущение было. Сейчас на границу с документами тоже с этой страховкой, я думаю, да блин, что делать? А все почему? Вы скажете, да вот, надо было поменять. Я в мае месяце, если не ошибаюсь, конечно, подал документы в автошколу. И в автошколе я уже в августе все внутренние экзамены, все сдал. Но, как вы знаете, что я работаю вахтой, и в автошколе сделано так, что эти дни сдачи внешнего экзамена ГАИ попадают куда? Правильно, на мою вахту. И они один раз, потому что, ну, я категорию D решил открыть, чем просто менять, и просто решил открыть сразу категорию и поменять права, обновить, так скажем. И один раз в месяц они проводят внешний экзамен, и этот внешний экзамен всегда попадает на мою вахту. Поэтому я с просроченными правами вот поехал отдыхать. Если это можно назвать отдыхом. Блин, вообще я закалел тут, дубел, холодел, замерзел. В общем, где-то в поле в Казахстане один, без связи, еще заехал в Петропавловске, поменял денежки. Ну, почему я не снимал, короче, быстрее надо было. С Петропавловска я это тоже выезжал без, ну, получается, навигации. Так-то я все скачал, но почему-то навигация офлайн не хочет работать. Я, знаете, как искал обменник? Вот так вот ехал по сторонам, смотрел, где же обменник, где обменник, по старинке. Не как сейчас по модному, да, там вбил и поехал. А вот по старинке, давай по сторонам смотреть. В общем, заехал, поменял немного денег, еду через город, еле как выехал, тоже там смотрю на карту, более-менее понятно, куда ехать. А город раз незнакомый, я тоже то туда, то сюда метаюсь, как рыба, а денег не надыбал. Потом еще какое, я еду, у меня 2 деления бензина в баке. Я думаю, ну что такого-то? Еще будут заправки. И вот место ищу. Уже солнце заходит, уже на Ежоге такой. Кафешки нахожу эти, блин. Думаю, в отеле может остановиться. Отелей толком нету, кафешки какие-то все так себе, скажем. И вот я одну заправку проехал, думаю, ну еще будет. Кого? Я вот уже заморгала, и вот до этого населенного пункта, не помню, как он называется, доехал. Хорошо, здесь есть заправка. Я на пустом баке сюда заехал, чтобы, ну, как вы знаете, Африка любит у меня падать, чтобы она особо, центр тяжести не был поднят. Я на пустом баке сюда заехал. На выезде завтра уже на заправку, и потом мы поедем в сторону Астаны, Алматы, куда мы там успеем доехать. У нас сейчас пока есть план называется план банан. Или план без плана, короче. Мы едем пока по направлению, конкретных точек куда, когда нету. Вот так вот потом ищем, где остановиться.
Кстати, на камеру светло, а так на самом деле уже темнеет, и солнышко уже зашло, и сейчас уже, наверное, совсем будет темно. Так что сейчас мы конника укутаем, чтобы вдруг дождик не намочил, и будем ложиться спать. Здесь, кстати, на час показывает, что больше времени, около 8, наверное, а мои часы, которые не переводились, где-то около 7. Это я когда-то еще смотрел. Сейчас уже не знаю, пока искал, пока ставил, сколько уже протикало. Так что не будем лялякать. Давайте до завтра. Всем спокойной ночи. И мне тоже, надеюсь, я посплю. Потому что ранний был подъем в 6 утра. Не выспался всю дорогу. Вот так кивал. После обеда вообще еле как себя там глаза продирал и ехал. Ладно, давайте до завтра. До завтрашнего включения. Хорошее начало моего путешествия. Хожу я вот в дождевичке. Даже не снимаю. Сейчас хоть по суше немного. Остановился отдохнуть. С утра, думаю, ну лежал такой в палатке, думаю, поснимать немного, что ли, быт, как проходит. А потом слышу дождик, так кап-кап-кап, и давай собираться. Палатку накинул быстрее, короче, сваливать оттуда. Ну и что, я только отъезжать, он нормально так закапал. В заправку заехал, дождевик напялил и в путь дорожку. Где-то 100 километров осталось у нас до Астаны. Идет магистраль скоростная. Здесь у нас заправка, кафешечки. Ноги уже что-то подзатекли. Еще ночь была очень веселая. Я так, в 6 проснулся, думаю, блин, так мне неохота ничего делать. Думаю, ну все равно поспал, наверное, часа 3-4. Думаю, блин, ну ладно, надо вставать, что-то делать, собираться. Вот как раз поснимать думал немного, но дождь все планы попортил. А не спал я из-за того, что, во-первых, холодно было, очень холодно. Я уже и от экипировки теплые вещи начал напяливать, чтобы хоть как-то уснуть. И еще я не знаю, чем-то я траванулся, извините за мой французский, я немного обосрался ночью. И вот так у меня ночь прошла. Бегал я, то экипировку напяливал, теплые вещи, то он до ближайших кустов. Так что вот так нас встречает Астана. Дождиком таким. Небо в круг затянуто. Ну, мы продолжаем наше движение. До следующего. Итак, ради своих подписчиков решил включить все-таки камеру. А то опять начнете плакать, скажете, как я проехал столицу Казахстана и не поснимал вам. Просто я решил, что поеду по основной улице. Если что-то встретится, остановлюсь и поснимаю. Но я уже, не знаю, минут 10-15 еду по городу. Ничего такого не увидел. Прям постройки, обычные дома снимать или улицу, просто асфальт и светофоры, но это не в моей компетенции. Так что, думаю, сейчас выезжаем в сторону Караганды, показать городок, город, как он живет. Да, все с этим же, все те же машины, все то же движение. Что нового увидите из этого? Не знаю, но посмотрите. Могу добавить от себя, что в Казахстане более соблюдают правила дорожного движения по сравнению с Россией, да? Я просто тут по зеркалам еще успеваю смотреть. Вот. Пока зеленый там не загорается, они практически там не стараются стартовать. Так, еще же надо знаки смотреть. И
скоростной режим они нарушают, может быть, но не все, конечно. Бывает, некоторые летают так же, как и у нас. На 10 километров там немного увеличивают скорость и все на этом. В основном придерживаются, ну многие придерживаются скоростного режима, который установлен ПДД. Ну вот так вот у нас навряд ли кто-то лезет. Здесь в основном как будто не замечаете. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот, двигаясь по той же Тюмени, ко мне так часто никто не обращается. И так часто никто у меня не спрашивает, откуда я, сколько кубов, что за мотоцикл, куда я еду и так далее. Вот каждая остановка практически у меня вот такие ответы. Ну что, слева можете видеть, видимо, какой-то бизнес-центр, может быть, но больше похоже на какой-то типа элитки, может быть. Но я бы ее не назвал элиткой. Ну и на обычный дом она тоже не походит. Торговые центры, дома. Ну и все. Основное у нас будет чуть дальше. Когда мы еще... Сейчас мы уже где-то проехали. Сейчас посмотрим. 1000 километров. Первую 1000 разменяли. Я думаю, еще где-то штуку надо проехать, чтобы были интересные, красивые, захватывающие виды. А еще, как вы помните, я вам говорил про свои права, про страховку. Тут, видимо, раз столица, много гаишников. Так, навигатор нам кажет прямо. Кстати, навигатор заработал. И еще что я могу сказать по автомагистрали, когда я ехал, может кому-то будет полезно. Я остановился, ну там получается заезд бесплатный, получается, шлагбаум открыт. А на выезде около Астаны уже шлагбаум закрыт, соответственно, с тебя берут деньги. Но я подъехал, пытаюсь разобраться, что там да как там происходит, куда надо деньги платить, сколько нужно платить. И мне такие шлагбаум открывают, и дальше пост. Ну, я так, а что, можно что ли? И поехал. Но дальше на посту там никто ничего не тормознул. Они были заняты и проехал дальше. Короче, знаете, что возможно для мотоциклов, они открывают шлагбаум и оплачивать не нужно. Но это возможно. На обратном пути еще удостоверимся в этом. Если дважды прокатят, значит это точно так. Ну, конечно, у мотоцикла 2 колеса, что с него деньги брать? Мини-брат. Мини-брат-скутерист. Ну, конечно. Передо мной же надо залезть. Сзади нельзя было никак. Итак, наша экскурсия продолжается. О, хоть кто-то поздоровался. А то едешь, они проезжают навстречу, и никто не здоровается вообще. Может, у них не принято? Ты еще 100. Вот еще один интересующийся. Сколько кубов? Вот с этой информацией, что он сейчас делать будет? В городе аромат стойкий соляры и бензина. По трассе едешь, ароматы или животины, или сероводорода, или еще какой-нибудь там пыли непонятной. Короче, запахов хватает. И в поле, когда я ночевал, запах травы, прям такой резкий запах травы. Я не знаю, может, из-за этого я не мог уснуть. Во второй полосе невозможно ехать, все тащатся. В третьей полосе начинают налево сворачивать перед самым носом. А еще и газом пахнет. Ужас. Дышать очень... Вот что ты не определившийся. И вот здесь много таких едут посреди полосы и не понимают, куда им надо. Что они хотят от этой жизни.
Так. Так. А все, хрен тебе. Езжай в своей полосе. И еще нужно, конечно же, в пробке постоять, подышать выхлопными газами. Мы с вами проехали по проспекту Абылай-Хан. Как вам проспект? Что вы скажете? Интересно было вам смотреть или нет? Очередная остановка, очередное включение. И у меня тут фраза пропадала. И я думаю, как же, без связи-то ее применить? А сделаем это мы на вас. Ну-ка, спросите, где я? Ну-ка, не слышу. Где я? Читайте, где я? Оп. Карагандия. Ради этой фразы стоило сюда приехать. Убедил? Я надеюсь, вот этим достаточно осмотра города. Или нужно еще что-либо показать? Так, погода у нас портится, догоняет или, не знаю, новое что-то образовывается. Ну, в общем, тучки. Мне посоветовали вообще остановиться здесь, в Караганде, передохнуть, чтобы дальше будет дорога плохая, сказали. Ну, насколько она плохая. Сейчас просто 4 часа по местному. Еще можно 2-3 часа ехать. Так что я не думаю, что стоит здесь пока останавливаться. Остановимся мы где-то подальше. Арки прикольные такие, из цветочков сделаны. Ну как, искусственные цветочки. Грязные, правда. Видимо, давно сделан. Итак, мы продолжаем наш путь. И путь наш, точнее моя вот первая. Ну, как бы это тоже интересно, да, посетить эти города. Но первая моя точка вообще изначально в Казахстане — это озеро. Второе по площади, если я помню правильно, соленое. Второе по площади озеро после Каспийского. Да, вы не ослышались. Каспийское — это тоже считается озеро, хотя его называют морем. Вот, это озеро Балхаш. С одной стороны оно пресное, с другой стороны оно солоноватое. Ну, шлем катается, ёк-макарёк. Он у меня уже вот с этой штуки упал. Теперь, по земле прокатился. Ветер что-то разбушевался, шлем катает. Вот. И это озеро в мире 14 место занимает. Так что нужно поехать и проверить. На самом деле оно соленое. Ну, я надеюсь, я не поеду в круг изучать пресное и соленое с какой стороны. Вот, кстати, здесь 90 жиль лет. Ну, на татарском ел будет, а тут будет жил. Еще, наверное, на сибирском татарском уточним. А то сейчас казанские татары выйдут, в чат там напишут мне. Вот, так что... Кстати, я не смотрел, сколько еще километров. Но я думаю, еще много. А если дорога плохая, ну, лучше сколько-то проехать, чем сегодня остановиться здесь и завтра все это проезжать. Так что немножко разминки и продолжим наш путь к озеру. До следующего включения. Вот и новый день, третий, так скажем, моего пути. Я бы сказал, конечно, вам доброе утро, но оно, наверное, не очень доброе. Объясняю, с чем это связано. Что вчера я приехал очень поздно, уже в Балхаш.
Ничего здесь не видел, ну, чисто по городу прокатился, поискал отель. Заехал в одно место, но набрал в картах отель 5-звездочный, ну, имею в виду по отзывам 5 звезд. Приезжаю туда, мне говорят, номер есть. Я говорю, сколько? 25 тысяч тенге. Я думаю, как так-то? Это 5 тысяч рублей на наш. Я говорю, это самый бюджетный? Ну да. В общем, цены здесь, конечно, такие, видимо, как-то типа курортное место, может быть. Вот. Потом поспрашивал, мне говорят, есть более бюджетное место, типа хостел. Все же показывают свои номера, а я покажу вам хостел, где я остановился. Ну, это намного лучше, чем в палатке. Есть все удобства. Хостел мне понравился. Называется «Элит капсульный отель». Вот. Это немного позже. А почему утро недоброе? Вчера я приехал часов, наверное, 10 уже. Замерз, продрог в темноте, ремонт дороги. Все такое, ну, сами понимаете. Тянул до последнего. Не хотел останавливаться где-то в поле, ночевать в гостинице, потому что опять я был бы замерзший, опять бы толком не поспал, но сегодня немного получше. А еще у меня проблема, прям, ну, пытаюсь решить с утра, сейчас поеду, посмотрю места, где есть обменники. У меня осталось 4000 тенге. А все почему? Потому что, ну, 5000 я отдал за хостел, а остальные я отдал в подарок местным гаишникам. Ну, там было немного, в среднем где-то, если взять, ну, у меня не было много, и рублей, и тенге отдал, где-то около 5-5,5, наверное, в рублях. В России бы, может быть, я бы решал по-другому, но так как я не местный, законы толком я не знаю, я не стал спорить с товарищами нашими доблестными. Ну и чтобы типа права остались у меня, пришлось решать вопрос таким образом, раздавать подарки. Вот. Сижу теперь, думаю, как и где взять денег, потому что сегодня воскресенье, ничего не работает. Я погуглил, хорошо, здесь есть интернет. Ну да ладно. В общем, нахожусь я, повторюсь, в Балхаш. Отсюда надо выбираться в сторону Алматы. 600 километров, плюс-минус километры. Денег осталось 4000. Один полный бак около 5500. Ну, это в тенге. Так что, не знаю. А в баке кот наплакал. Так, давайте я вам покажу свои апартаменты. Пройдем, проведу обзорную экскурсию. Так, я здесь уже строил быт. Вот так вот выглядит отель капсульный. Это моя кружка. Сейчас пить кофе, допью и поедем. Так вот капсулка выглядит. Есть окошко. Там дают все принадлежности. Закрываешься. Вот так. И буквально, ну, тихо становится. Пассажиров лишних не особо слышно. И вот так вот соседний номерок. То же самое. Так, пойдемте, покажу дальше. Встречают флажки. Так, если вы пойдете направо, там у нас ресепшн. И оттуда можно попадаете, в общем, в хостел. Покажу вам. Мотаечка стоит там. Пойдемте дальше. Показываю, потому что, ну, необычно сделано. И здесь кухня, санузлы, холодос, окошечко, зарядочки, диванчик. Все как положено. Кухонька у них.
Можно попить кофейку растворимого, можно воспользоваться кофемашиной или приготовить там себе чай, май, еду какую-либо. Такая карта у нас есть. Буду сейчас собираться, пытаться как-то решить вставшие вопросы и выдвигаться в сторону Алматы. Так что, как я говорю, до следующего включения. Вот я добрался до нашей долгожданной первой точки. И это, как вы поняли, озеро Балхаш. Здесь ветер прям неимоверный, что я не снимаю балаклаву, чтобы уши не надуло. Потому что я сначала такой разделся, стою, пока тут все собирал, замерз. И в ухо прям неприятно так задувает. Ветер прям сильный. Не знаю, как насчет петлички слышно. Нет, главное, чтобы вот эту мохнатку не сдуло отсюда. Еще я хочу поднять дрон, но не обещаю. Если он не сможет летать здесь, тогда кадров не получится. А так, показываю. Ну вот, уже видно. Разворачиваю камеру и показываю. Итак, наблюдаем голубоватое озеро. Столько ехать. Я даже, кстати, не посмотрел. 1700 километров проехал ради этого озера. Так прикольно вообще. На море походит. Кто первый со мной идет пробовать воду? Главное ей не травануться. Это я еще не ходил. Вы со мной впервые пойдете. А то я обычно делаю, как схожу, разведаю и потом все остальное. Камни здесь, конечно, крупные. Еще стекла хватает. На мотоцикле я подъезжал. Из-под колес все, весь гравий этот, все камушки выскакивают. Вообще дорога, конечно, ровненькая, но очень скользкая. Так, идем. И делайте ставки. Я думаю, что оно соленое. О, прям смотрите, породу как видать. Прикольно. Чайки, наверное, тут нагадили. Такс. Мы близки, как никогда. А вот этой, по этому налету, или как, мне кажется, понятно, что она соленая. Главное далеко не заходить и ботинки не мочить. Ага. Так, понял. Мне в ранку попало сразу соленая. Щипать начал. Ну-ка попробуем. О, да, смотрите. А я-то обманул, она пресная. А почему тогда в рану пощипает? Может, содержание чего-то есть? Сейчас попробуем. Пить я ее, конечно же, не буду. Меня тут атакует вода. Но она пресная. Почему тогда камни в таком налете? Интересно. Содержание, может, какого-то химического элемента большое. Ну, как вам? Озеро-то. Как вы помните, второе по величине соленое, да? После Каспийского. И кто-то браконьерством тут занимается. Сети лежат. И 14 по площади среди всех озер. Ну, если что, подправьте там в комментариях, черканите. Хоть это хоть напишите. Смотрел. Место, где я заехал, и забыл. Кому интересно, покуда я подъехал к этому озеру, этот населенный пункт называется Сарыш-Аган.
Но сколько мне известно, соры по-татарски, по-сибирски, татарски, сибирскому татарскому языку. Соры это желтый. Что интересно тут желтого? Возможно, это не желтый. Сарыш, ага. Кто знает, напишите, что же означает это название. И трасса, вот там фуры едут. Ой, на пальце фокусируется. Фуры там едут, я приехал оттуда. Вдоль трассы мест как таковых нету для съезда, но пока нету. Может быть, дальше будет. Так, давайте посмотрим, что там мы увидим. О, эти трассы пролегают. Я ехал мимо, думаю, ну по-любому у населенного пункта есть спуск к воде. Ну и вот можно лицезреть бирюзовую воду. Значит, мы на западной стороне. Надо будет погуглить. Западная сторона у нас пресная. Со стороны востока, наверное, она соленая. Надо в Википедии посмотреть. Я читал уже, все вылетело из башки. Давно еще это делал. На прошлом межвахтице, когда собирался. Но память такая штука. Особенно сейчас. Но единственное, вот здесь, видимо, местные приезжают. Мусорок лежит. Еще я сломал крепление экшн камеры, но уже вроде как починил. Надо попробовать. На шлем как ставлю ее. У меня треснула сначала одна половинка, потом другая половинка. Ну и в общем оставались мы без видео. Теперь будем выезжать. Я включу, посмотрим, что можем там заснять. Надо было взять какую-нибудь вкусняшку, поесть в красивом месте. Но что-то я в магазине не тормознул. Думаю, дальше. А потом смотрю, выезд из города. Прям сюда дорожку. Я думаю, ну ладно, поедем. Надо было здесь перекусить. Сейчас заедем какую-нибудь, может, выпечку или в кафешку. Надо будет поесть. Ну и все. Дальше включаемся с экшн камеры или запускаем нашего друга Вош. Так, вроде мы записываем, и вроде у нас все нормально. Единственное, может быть, горизонт сбит. А так в целом камера пишет. Ну вот по такой дороге можно сюда доехать. Сейчас надо будет добраться до города, чем покушать взять. Прям голубая вода. Красиво так. Сначала я заехал сюда, но там толком ничего, ну, к берегу далеко было. Я думал, ладно, поедем посюда. А еще насчет гаишников, да, вчерашней ситуации. Это было дело не по моей страховке, да, то что она, точнее не страховка, а права мои просроченные. А меня остановили за другие деяния. Как бы я своей вины не признаю. Ну, конечно, кто же признаст свою вину?
А не, серьезно, за столько лет, я не знаю, лет 5, наверное, в России у меня никаких штрафов. Там, в прошлый год на Кавказ съездил, одно только предупреждение, а так, как бы я не такой, что если я на мотоцикле езжу, значит я нарушаю. Как бы да, где-то скоростной режим, еще что-нибудь, но прям в наглую я не лезу. И тут было также, как бы, по знакам, да, и я не вижу своей вины, что я где-то что-то нарушил. Где не было сплошной, я обгонял. Ну и в итоге, да, обгонялся, по их мнению. Итак, давным-давно, еще когда вот про Кавказ речь у нас зашла, когда я ехал на Кавказ через Казахстан, я видел вот такие вот кладбища, ну, по-русски, да, по-татарски, Саярат. Не знаю, как здесь это называется, но они необычные. И я хотел вам это показать еще в прошлый раз, в прошлых сериях. Но раз мы проезжаем мимо, чтобы в следующие разы не останавливаться, и раз у нас камера все пишет, думаю, заедем. Ничего такого, надеюсь, нету, что я поснимаю. Ну, необычность заключается в том, что такие надстройки или в землю просто не кладут и сверху все это делают. Я не могу сказать так. Поедем мы немного налево. Необычно. Вот в России я такого не видел. Да, оградки делают, да, скамейки там, да, памятники там, еще что-нибудь. Но прям такие заборы у нас, у мусульман, такого тоже нету. Чтоб сделать определенный вот такой. Ну, видимо, мне кажется, что вот видите, земля снаружи, значит, не выкапывают яму и кладут, а все-таки на землю ставят или, ну, если это мусульманская, по сути, здесь без гроба должно быть. В ткань заворачивают и, наверное, кладут на землю и сверху засыпают, и поэтому такие и возводятся стены. Становимся немного, посмотрим. Я надеюсь, никому плохо не сделаю. Если что, и я не в курсе, если вдруг нельзя снимать. Я вот хочу вот до той большой сходить, посмотреть. Как-то не по себе мне по таким местам ходить. Но интерес берет свое. Здесь, кстати, ни фотографий, видимо, нету. Воду ставят. А, вон они, где они расположены. Вот, видите, с другой стороны. Не со стороны дороги. Получается, видимо, какой-то, я так понимаю, здесь тоже кто-то лежит вот среди этих камушков. Ну, у кого-то, видимо, средства не позволяют, просто камушки делают. Или это старое какое-то. Да, получается, вот с этой стороны, видимо, какое-то есть направление, с какой стороны надо это делать. Я надеюсь, никого не потревожил этим, что я сюда зашел. Просто я стараюсь, когда проезжаю такие места, здесь, наверное, какая-то семейная. Почему калитка лежит? Может, давно ее никто не навещал. Но я вижу 3 кучи. Как их назвать? 4 даже. Куча, наверное, тоже неправильно. Ну да, там еще вот есть.
Ну, видимо, да, большие отстраивают для семейных каких-то. Видимо, поколения лежат. А это штучные. Эх. Когда в таких местах находишься, понимаешь, что все не вечно. Все когда-либо уйдут отсюда. Так настроение не очень было. Сейчас заехал вот в такие места. Ну ладно, хорош тревожить. В общем, что я говорил. Я когда езжу мимо, вижу, ну конкретно вижу, что кладбище проезжаю, я стараюсь там скорость снизить, музыку там убавить. Ну, если вдруг там на машине, да, там она орет, там въехал. Газ там, ну, чтобы мотоцикл, допустим, чтобы не орал. В общем, сделать так, чтобы своим присутствием ну, минимально нарушить вот эту тишину. Желательно бы, конечно, не нарушать. Так что хотел я вам показать, показал. И озеро показал. Вон, кстати, смотрите, отсюда какой вид на озеро. Голубенькое такое, сдалека прям выглядит. И с прошлых серий вот должок возвращаю. Ну, на этом мы выключимся. Флешки не резиновые. И уже в более интересных местах включимся. Ну, на сегодня у нас все интересности закончились. Самая главная интересность — это я. Как видите, я нахожусь снова в хостеле. Вот, шлем уже спит. Ну, все то же самое, только это не типа не капсульный, а обычный хостел. Так, соседи тут. Пока никого нету, у меня тут 2 соседа. Я думаю, поснимаю и вам покажу немного. И поговорим. Вот тут есть еще шкафчики. Еще одна кулька места. Это на 3-м этаже находится. Такая же есть кухня. Мой термос стоит. И вот тут еще санузел, душевая. И там выход. Ну и все, в принципе. Вот вся обзорная экскурсия. Что я хотел сказать. Почему я ночую в хостеле? Я решаю, что нужно проезжать по максимуму, хоть световой день короткий. Мне это не нравится, что световой день короткий. И не нравится, что я проезжаю мало. Как бы у меня хоть и нет плана, но я как бы хочу проезжать плюс-минус столько, сколько в голове, да, крутится там. Не так, что сколько там проехал, пока световой день, это получается 6:30 уже надо вставать на стоянку и искать место под палатку, потому что в 7 уже заходит солнце. Это как максимальное такое время с палаткой. А я вот сейчас время у нас, время 10:46. Ну, это пока поиски хостела, связи тем более нету, приходится так заезжать, спрашивать. Плюс поужинал в китайском ресторане, лучше бы я туда, ну, или кафе, или лучше бы я туда не ходил, поел лапши, как будто с мылом ее съел, не очень. Если кто не был, не рекомендуется. Вот, мне тут советчики говорят, надо есть национальные блюда, типа бишбармак в Казахстане. Ну, днем в обед у нас уже было блюдо местные. Так что на вечер решил, ни разу не был в китайском ресторане, думаю, зайду. Вот. Еще по поводу того, что я планирую проезжать побольше, из-за этого я еду в темное время суток и доезжаю до города, а в городе уже, соответственно, ну вот эти вот, сейчас получилось я, что проехал 100 километров, да, до Алматы, да, я нахожусь в Алмате, проехал вот эти лишние 100 километров. Если бы я ночевал с палаткой, я бы останавливался где-нибудь в поле, да, и это было бы до города, потому что если бы я приехал еще и город, в темноте бы я никакую палатку не поставил.
Вот, и еще минутка полезной информации вам сегодня. Кто поедет вдруг и посмотрит мой видос, знаете, в Балхаше, можно ли так склонить этот город. Суть такая, что я искал очень долго обменник валют, ну, потому что вы знаете, что я все бабки отдал в подарок. Вот, и получилось так, что, ну, я уже хотел, не смог найти ничего, потому что там карты показывают, что в ломбарде был обменник, потом банки были закрыты, потому что это было воскресенье. Ну, объехав город, я понял, что нигде я не найду, и потом чисто по случайности мне вот в хостеле подсказали, что у них раньше был рынок, ну, точнее обменник на рынке, да, там какой-то мужик обменил. Я на выезде вижу рынок, думаю, да, остановлюсь, спрошу. Да, нашел, там есть какой-то торговый центр «Волна», что ли, и вот там напротив есть мужик, и, короче, спросите, там все знают и покажут, куда идти, если что, менять деньги, потому что, ну, это было проблематично, 4000 тенге, блин, надо говорить про тенге, 4000, и с ними как бы бак только налить и все. А если вдруг какая-то, ну, или покушать там, или еще что-нибудь. И еще скажу, тем, кто поедет в Казахстан на мотоцикле, я вот на Кавказ, когда ездил через Казахстан, я это ощутил, когда я на лампочке уже там молился и ехал, и искал заправку. Ну, лампочка у меня загорается при 87 километрах остаточной, как компьютер показывает. Я проехал где-то 50 на этой лампочке и еле как нашел заправку. Сегодня плюс-минус такая же ситуация. Получилось, что где-то у меня в баке еще показывало где-то 200 километров запас. Я проезжаю 100, заправок нет. Проезжаю еще 20. А в картах не показано было. Проезжаю еще 20. И вот увидел 92-й бензин, и ДТ продают. Остановился, заправился. Вот на Африка на 92-м сейчас едет. Так что знаете, что здесь между городов заправок практически нет. И большие бывают пробеги по 200 километров. У тех, у кого бак маленький, это будет критично. Берите или с собой канистру, или, не знаю, ставьте себе отметки там, где заправки. Это вот как ездил я на Алтай, там заправляешься, и не помню, как населенный пункт в сторону перевала Кату-Ярык, там тоже вот едешь, и продолжительное время нет заправок. И в этом городе заправляешься, едешь на перевал, с перевала до Телецкого, возвращаешься обратно, в этом городе опять заправляешься. На Африке этого хватает, но на других мотоциклах явно не хватит бензина. Ну, у меня увеличенный бак, 24 там, с копейкой литров, так что, как заявлено, на 500 километров пробега при умеренной скорости должно хватать. Но не факт, это ж завод, говорит производитель. Так что на сегодня все такие мысли, такие лайфхаки, если их можно сказать, назвать так. Так что давайте будем уже отдыхать. Я уже готов, навел марафет к завтрашнему дню. Будем высыпаться, и завтра увидимся.